Добрый день, дорогие друзья! Мы возобновляем очередную трансляцию нашего канала SmartMed TV и опять поговорим о коронавирусе. Что происходит, какие наши результаты за последние уже 5-й месяц идет карантин, что мы сделали и как. На сегодняшний день клиника SmartMed мы не останавливались ни на один день, продолжаем лечить людей. Уникальные разработки украинских ученых из различных академических институтов химии поверхности, физики полупроводников, Института физиологии имени Богомольца, Института эволюционной экологии, геофизики навколышнего средовища позволили создать уникальные противовирусные препараты, которые позволяют успешно справляться с коронавирусом. Вся наша практика пятимесячная, почти пятимесячная говорит об этом. Мы пролечили 65 монахов Киево-Печерской лавры, 24 монахини Фроловского монастыря. Везде было успешно. В общей сложности мы на сегодняшний день более 200 человек с коронавирусом было пролечено нами. 23 человека с воспалением легких. Вот если говорить про воспаление легких, недавно во Львове мы лечили женщину в течение 10, на 9-й день заболевания, 9 дней была температура 39-40. Поступила к нам на диагностику, мы выявили коронавирусное воспаление легких, а в этот же день был сделан ПЦР, только на 9-й день заболевания мы поставили диагноз, на 10-й день мы начали давать наши противовирусные препараты. Пока большого комплекта, у нас есть так называемый большой комплект препаратов для лечения воспаления легких, он из Киева еще шел во Львов, мы дали минимальную группу противовирусную, давали каждые 2 часа. Через 7 часов принятия препаратов на 4-й прием температура стала 37,2. И начиная в течение следующего дня еще был всплеск температуры на 38,4. И через 3 дня субфебрильной температуры, и потом женщина на 5-й день полностью вся симптоматика ушла. При этом это был чистый, так сказать, опыт, потому что в течение 8 дней до этого женщина принимала 2 антибиотика, которые мы посчитали лишним применять, потому что не было бактериальной нагрузки. И человек успешно выздоровел. И таких у нас людей 23 человека с воспалением легких. Проблема в чем заключается? В том, что наши препараты зарегистрированы как БАДы. Я очень часто слышу такое, вот там пытаются коронавирус лечить БАДами. В то же время я читаю отчет Главного управления охраны здоровья Китайской Народной Республики, где показано, что применение растительных препаратов позволило снизить китайцам смертность от коронавируса в 2,5 раза. Вдумайтесь, 1500 человек почти умерло. Уменьшим в 2,5 раза, и у нас получится 600. То есть 900 человек были бы сегодня живы, если бы дополнительно хотели применить. Но сегодня есть, видимо, другие желания найти химическую формулу, чтобы на это заработать. Но пока никому в мире еще не удалось найти лекарство, прямое лекарство воздействия на коронавирус. У нас сегодня это в руках есть. Работы ведутся с 2012 года, когда возникла эпидемия птичьего гриппа учеными. Есть большой цикл работ, проделанный в Институте вирусологии Академии медицинских наук, которые подтвердили эффективность наших препаратов. И на сегодняшний день мы с этим успешно справляемся. Проблема заключается в том, чтобы провести клинические испытания, но в нашей стране пока, к сожалению, никто не хочет этим заниматься. Но сегодня есть запрос из 3 других разных стран, где нам предложили провести клинические испытания. Я думаю, как только сейчас мы решим некоторые бюрократические вопросы, которые там решаются, на порядок легче, чем в нашей стране. Я думаю, мы с этим успешно справимся и докажем, что наши препараты, проведя уже официальные клинические испытания на специальных контрольных группах, мы покажем, что они и там работают. Но на сегодняшний день, я еще раз говорю, я абсолютно уверен в том, что эти препараты работают. В отношении вакцины, которую пытаются сегодня создать, наша практика сегодня показывает, вот в течение 5-го месяца мы видим повторные заражения коронавирусом. То есть надеяться, и все публикации, которые сегодня идут и в мире, они показывают, что иммунитет от коронавирусной инфекции сохраняется от месяца максимум до 3 месяцев. То есть надеяться на вакцину и ее результативность я лично не верю. Может быть, дай бог, чтобы я ошибся, но, к сожалению, пока вся практика показывает, что это не так. С коронавирусом нам придется жить. Впереди осень,
Надо восстанавливать иммунитет, потому что когда наложится на коронавирус грипп, может быть достаточно сложная ситуация. Но об этом мы поговорим в нашей следующей передаче.